В мае начинается такой своеобразный парад цветения. И вот один из первых, кто цветет, это глициния. Недавно я опубликовал шотс, коротенькое видео на 60 секунд о том, как в Германии выращивают глицинию. Делают это очень своеобразно. Прочитав комментарий, я понял, что нужно немножко развернуто об этом поговорить. Итак, вот глициния. Ну, у нас в Украине в большинство случаев, как я видел, растят эту лиану высокой и дают ей расти именно наверху. А вот этот ствол фактически оставляют голым. Немцы делают немножко по-другому. Они оставляют все побеги, которые просыпаются и растут непосредственно на стволе, на вот этом вот, но зимой очень коротко их обрезают. Обрезают, оставляя 2, ну максимум 3 почки. И вот сейчас весной, в конце апреля, из этих почек начинают в большом количестве появляться бутоны. И, естественно, потом эти бутоны расцветают, и у вас получается очень такой густой, густо цветущий столб фактически. Высаживают обычно 2 глицинии с обоих сторон подъезда. Смотрится просто потрясающе. Ну, лично для меня это удивительное зрелище. Но здесь есть несколько очень таких, ну, на мой взгляд, существенных нюансов. И вот там вопросы прозвучали. Ну, первый вопрос. Как поднять глицинию наверх, на балкон? Да, в принципе, очень просто. Берете проволоку какую-то или веревку прочную, и первые пару лет там на этой веревке ее подвязываете и тянете наверх. Когда она вырастет уже достаточно большой, до нужной вам высоты, вы ее там крепите, а эту веревку, проволоку убираете. Ствол потихонечку утолщается, древеснеет, и она фактически уже держит сама себя, эта лиана. Ну, в Германии, вот здесь, по крайней мере, как я увидел, сделали это немножко по-варварски. Проволоку как один раз подвязали, больше ее никто не трогал. И она фактически вросла в эту лиану. Делать, конечно, такого не стоит. Стоит отдельно выращивать растения, а отдельно, чтобы шла проволока. Поэтому периодически нужно следить, и как только видите, что лиана начинает оплетать проволоку, обязательно их разделяйте. Собственно говоря, об этом я когда-то снимал видео, называется оно «Глициния. Работа над ошибками». Я тогда свою глицинию пустил виться вокруг опоры перголы, металлической, из квадратной трубы, профильной трубы. Слава богу, вовремя спохватился. Дело в том, что лиана глициния настолько мощная, настолько сильная, что в принципе вот эту вот профильную трубу она может раздавить. Она может ее сломать даже. Поэтому я вам показывал в этом видео, я ее расплел и пустил параллельно вот этой самой трубе. Ну, на мой взгляд, это важно. Хотя, опять же, вот когда я смотрю на эту глицинию, где вросла эта проволока просто внутрь, в принципе, никаких особых для глицинии проблем я не вижу. Но все-таки, на мой взгляд, так будет лучше. Второй очень важный момент. Помните о том, что вот в этом методе есть одна отрицательная такая вещь. Ну, когда красиво цветет, это все понятно. Но потом, когда она отцветет, ну, во-первых, эти лепестки все осыпятся, это будет у вас мусора достаточно, но это бог с ним. Но из вот этих почек начнут развиваться новые побеги. Причем лиана достаточно активная, достаточно буйно растущая, и эти побеги будут торчать во все стороны. И фактически все лето вот этот красиво цветущий столб превращается в общем такое лохматое чудовище. Эти побеги торчат во все стороны на протяжении всей длины. Понятно, что никто ее не обрезает. Ее обрезают один раз зимой. Ну, наверное, в условиях Украины зимой не стоит. Наверное, уже где-то стоит это делать в начале весны, когда пройдут сильные морозы, перед началом вегетации. А здесь вот это лохматое чудовище фактически стоит все лето. Хотя, если вы выращиваете в Украине глицинию так же, как ее выращиваю я у себя, я ее посадил возле перголы и пустил наверх. Так вот, эти активно растущие побеги, это только плюс в данном случае. Потому что довольно быстро они разрастаются, активно разрастаются, и под этой перголой образуется комфортная тень. Хотя, эти побеги растут настолько активно и быстро, что нужно следить. Если она посажена возле дома, они могут ползти на крышу, они могут под крышу залазить, поэтому регулярно за этим нужно следить, и, естественно, такие побеги не нужно удалять. Но вот посаженная на перголу, она довольно активно и быстро образует комфортную тень. Ну, в условиях нашей жары это то, что нужно. Ну и очень важный момент, это посмотрите, как немцы близко к стенам сажают эту самую глицинию. Это ответ на вопрос, а можно ли ее сажать возле дома. Как видите, можно. В комментариях мне написали, мол, ну, наверное, дом 5-этажный, а вот если он 2-этажный, то эта глициния через 10 лет своими корнями взорвет этот фундамент, порвет его. На самом деле я готов с этим поспорить. Человек, который это написал, он не привел никаких доказательств, никакого видео, никакой фотографии. Поэтому
Я свои видео стараюсь как-то аргументировать, свои высказывания. Так вот, я смотрю на эту глицинию. Вот посмотрите, это бывшая глициния, спиленная. От нее остался только пенек. Его ширина приблизительно, где-то сантиметров 50, наверное. Очень мощная была лиана. Откуда я знаю, что это глициния? А вот поросль пошла, видите, это именно глициния. Так вот, никаких видимых повреждений ни фундамента, ни стены, ни мощения, ни асфальтовой дороги, которая рядом проходит, я не вижу. По моим наблюдениям, когда-то, такой случай из моей жизни, когда-то у меня глициния стояли саженцы в контейнерах, стояли на контейнерной площадке. Что такое контейнерная площадка? Это земля, застеленная агроволокном, по-моему, сотка у меня была. И вот эти контейнеры стояли, я их какое-то время не трогал, там 2-3 месяца. Через это время я их просто не смог оторвать от земли. Дело в том, что глициния образует сразу мощный и глубоко уходящий корень. Так вот, этот корень пророс спокойно через дренажное отверстие, пробил это агроволокно и ушел глубоко в землю. Мне пришлось просовывать между контейнером и агроволокном нож и просто отрезать. Я не смог их оторвать. Там действительно мощный толстый корень. Да и в принципе, если подумать, зачем корням глицинии вгрызаться в фундамент вашего дома? Ей гораздо проще уходить вниз или в направление противоположное фундаменту вашего дома. Там она не будет встречать никакого сопротивления. Конечно, она будет развиваться туда. В общем, немцы показали и доказали мне, что совершенно спокойно глицинию можно сажать возле стен своего дома. Причем высота дома не имеет абсолютно никакого значения. Ну вот, сегодня я вам рассказал о том, как выращивают глицинию в Германии. Что меня поразило, что меня заинтересовало и что мне понравилось. Возможно, кому-то это тоже понравится, и кто-то захочет выращивать глицинию у себя на участке именно так. Как я сказал, май – это время своеобразного такого парада цветения. Будут цвести многие растения, некоторые уже в бутонах, некоторые скоро появятся бутоны. Надеюсь, в ближайшее время я буду снимать об этом видео, показывать вам какие-то интересные растения, которые наверняка не у всех есть. Нужно немножко набраться терпения. Вообще, май на самом деле, на мой взгляд, пожалуй, лучший месяц в году для садовода. Все распускается, все зацветает, все красиво, все вдохновляет его. К сожалению, мне кажется, у меня сломался микрофон, поэтому извините за не очень качественный звук местами. Буду работать над этой проблемой, надеюсь, ее в ближайшие дни решу. Ну а на сегодня все. Приятных вам садовых работ и всего вам доброго.